Привет, друзья! Сегодня мы сделаем очень быстрый и очень вкусный салат, а самое главное, он готовится очень легко. Нам понадобится несколько помидоров. Убираем из них попки, потому что они будут мешать нашему салатику. И их нарезаем хаотично на кусочки, как хотите. Если вы хотите, можете взять черри, с ним салат получается тоже очень вкусно. Дальше я прибегаю к господину Педро, это мой базилик, и я от него буду забирать листочки. Нам нужно штук 10-12. Если, конечно, вы любите базилик, как я, можете чуть больше взять. Так, ушупали как курицу нашего базилика. И теперь все это вот так скручиваем и нарезаем мелко. И добавляем к нашим помидорками. Дальше мы добавляем оливковое масло. Я использую extra virgin. По вкусу добавляем. Соль тоже по вкусу. Соль со соприкосновением нашим помидорам сделать так, чтобы они отдали свои соки. Это будет очень вкусно, обещаю. И черный молотый перец. И хорошо размешиваем, так чтобы у каждого помидорчика попало базилик, соль, черный перец и оливковое масло. Теперь мы делаем вот такое углубление. И буду представлять вам наш главный герой. Да, это не господин Педро, это что-то другое. Для нашего салата нам понадобится вот такой сыр буррата. Это, можно так сказать, брат, ну или сестра, наши знакомые моцареллы. Но внутри буррата есть стрacciatella, она такая жидкая и очень-очень вкусная. Сейчас я вам покажу, как выглядит буррата. Посмотрите, какой шарик, и он, видите, он очень-очень мягкий. Добавляем его в серединку, вот так, помидорки. Разрезаем его на 4 части. Вот. Не до конца. Разрезали. Хоп и хоп. Теперь как розочка мы его раскрываем. Видите, у стрacciatella какая текстура внутри. Вот смотрите, она такая тянется. Ну, это не моцарелла. И на вкус это более сливочно, чем моцареллы. И добавляем пару вяленых томатов. Немного. Так можете даже посыпать чуть-чуть нашего буррата, потому что вяленые томаты очень вкусные. И они в такой специальной олии с кучей приправ. Так, чуть-чуть. Без фанатизма, скажем так. Закончили. И опять мы возвращаемся к Педро, потому что нам нужно украсить наш салат. Берем именно вот эти верхушки. Вот эти красивые верхушки. Берем 3-4 штучки. И вот так сейчас мы их красиво расположим в нашей тарелке. Наш салат готов, и как вы уже заметили, он делается за считанные минуты. Он очень легкий и освежающий, и к нему идеально подать бокал холодного белого вина. Если вам понравился сегодняшний рецепт, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Чао!